Так. Всем привет! Друзья, сейчас самый сезон побаловать себя и своих близких вкусным шашлыком из карпа. Он как следует нагулял жирок, ну и грех не приготовить это вкусное блюдо. Тем более, что сегодня я покажу вам не один, а сразу два рецепта. Погнали! Для первого рецепта разделяю рыбу на две части. Делаю это по хребту, затем отделяю одну половину от второй. Маринад готовится очень просто. Беру немного масла, высыпаю сюда 1,5 чайных ложки соли, но соль я буду использовать не обычную, а адыгейскую. Ее я приготовил сам, она очень вкусная, главное ароматная, ну и конечно же очень полезная. Ссылка на рецепт будет в описании под видео. Переходите, смотрите и готовьте. Итак, 1 ложка и еще пол-ложки. Далее свежемолотый перец. И собственно все. Хорошо размешиваю. И буквально на минутку отставляю маринад в сторону. Теперь беру нож и делаю неглубокие, но частые разрезы. Старайтесь, чтобы они у вас были до конца. Ну и когда все готово, смазываю карпа маринадом. Сначала сделаю это с внутренней стороны. Так, наверное, ложкой я налью необходимое количество. И далее уже воспользуюсь кисточкой. Все хорошо обрабатываем, чтобы не осталось у нас несмазанных участков. Изнутри обработал, переворачиваем. И то же самое делаю уже с лицевой стороны. Здесь надо стараться, чтобы маринад попал в разрезы, чтобы все хорошо у нас смазалось и солью ароматной. Перчик, чтобы везде у нас попал. Промажу каждый разрез. Теперь мне нужна гастроемкость. Беру первую рыбешку и перекладываю все это дело сюда. Второй накрываю сверху. Вот так. Итак, с первым рецептом разобрались. Сейчас я накрою гастроемкость пищевой пленкой и отправлю в холодильник минут на 30 буквально. Этого будет вполне достаточно. Вторую рыбу я также разделяю на две части. И далее срезаю ребра. После чего нарезаю на кусочки нужного размера. Каждый кусочек посолю. Делаю я это снова адыгейской солью. В принципе, можете использовать любую. Это мне очень нравится. И, конечно же, добавлю перца. Нарежу пару головок лука. И несколько веточек укропа. Осталось только все это соединить. Перед тем, как начинать размешивать, добавлю последний ингредиент, который добавит пикантную нотку и вкусу, и аромату шашлыка. Это обычная томатная паста. Примерно миллилитров 100, я думаю, будет достаточно. И все хорошо перемешиваю. Ребят, уже на этом этапе аромат просто сногсшибательный. Накрываю, в общем, пищевой пленкой. Также убираю в холодильник мясо. И иду разжигать мангал. Пока угли разгорятся и схватятся, мясо уже будет готово и можно будет приступать. Мангал готов, можно ставить. Красота. Все стало четко, тютелька в тютельку. Второй маринад. Ну и гарнирчик. Друзья, на гарнир сегодня решил я сделать грибы. На них я не стал заострять внимание. Также на них будет ссылка в описании под видео. Там будет несколько рецептов, несколько маринадов приготовления грибов на мангале. Переходите, смотрите, готовьте, наслаждайтесь. Все зашкварчало. Переворачиваем. Корочка зарумянилась. Все как положено.
Рыбья вкуснота готова, друзья. Ну, теперь, как водится, пора снять пробу. Сначала попробуем первый маринад. Так, чуть-чуть. Ой, какая корочка. Пока ничего не говорю. Пробуем второй. Этот лимончиком я поливать не буду. Мне интересно попробовать именно вкус самого маринада. Насколько все нежное. Посмотрите, все разваливается. Да, в принципе, и понятно, это рыба. Вот пробуем. Да, друзья. Теперь я могу окончательно сказать свое мнение об обоих этих маринадах. Это просто бомба. Тут просто нечего сказать, друзья. Готовьте и наслаждайтесь. Это очень вкусно.